моя рубрика, которую я делаю много лет, и звучит она так: что вам приготовили высшие силы? Вам письмо от самого Творца и от ангелов-хранителей. То есть здесь будет то, что всегда вам хочет что-то сказать, но без карт мы не можем услышать, потому что карты — это связь, наша связь с Творцом и с высшими силами. Это их язык. Поэтому высшие силы вам всегда это говорят, но вы, может быть, живете и не слышите этого. По этой причине эта рубрика «Вам письмо от высших сил», на мой взгляд, очень важная. Сейчас я посмотрю для вас, в то время, когда вы нашли, будет актуально. А вообще лучше всего смотреть на какое-то определенное время. Например, я хотела бы сделать сейчас вам письмо от высших сил на предстоящий месяц. Что хотят сказать вам ангелы, что хочет передать вам Творец. Потому что мы с вами — это проявление Творца. И у меня для вас готовы две колоды. С левой стороны по ваше левое плечо есть один ангел, с правой стороны по ваше правое плечо есть другой ангел. И оба эти ангелы вам сейчас через карты скажут, что вас ждет в будущем, чего хотят от вас высшие силы, как вам лучше проявляться, с кем вы будете общаться, как будет в финансах, в семье, в здоровье. С левой стороны по левое плечо ангел будет говорить на языке этих карт. Это феи, это Ленорман-фей. А с правой стороны будет говорить с вами ангел через эти карты. Это тоже Ленорман модерного искусства называется. Меня иногда спрашивают, какие карты Ленорман лучше. Неважно, карты Ленорман — это просто 36 символов, это 36 слов, которыми оперируют ангельские высшие силы. А какое изображение, там якорь или дом, это вообще не важно, любая колода подойдет, чтобы посмотреть будущее. Итак, что хотят вам сказать высшие силы? Что хотят вам передать сейчас, в то время, когда вы смотрите? По правое плечо вот эти карты, я их взяла из коробочки, вот это, видите? И по левое плечо будут вот эти. Вот эти. Мужчина был на дне колоды, видите? Мужчина на дне колоды был в этих картах, так что мне стало жарко вдруг. Простите, пожалуйста, я сейчас, может, будет трам-тарарам с микрофоном, но мне придется снять свою камизельку, потому что мне стало жарко. Ну вот, давайте начинать смотреть, что вам хотят сказать ваши ангелы-хранители, хранители вашего рода. А сейчас в том месте, где вы есть, представьте себе себя как мультяшного. И позвольте себе мультяшному войти на мой экран. И вы окажетесь у меня здесь на приеме, который вам денег не будет стоить. И вообще стоит только то, что я для вас буду работать. А для вас все это будет бесплатно. Так что время, которое вы проводите на раскладах, вы проводите для себя. Можете мультяшную себе представить, смотрите, была женщина прямо вот. То, что увидел предсказатель, как взгляд мой, то и актуально. Это вы, и мужчина выходил, и вы, это вообще... Смотрите, все карты были в таком положении, а женщина сама перевернулась. Вы когда иногда видите мой стол, вы видите, что происходит, как карты сами переворачиваются, сами что-то вытворяют, гимнастику или балет. Балет творят перед вашим взором. Итак, по левое плечо ангел, письмо от высших сил. Что хотят сейчас сказать вам высшие силы? Я буду брать с карты до тех пор, пока я буду ощущать, что идет информация. Итак, что хотят вам сказать высшие силы? А вы загадайте свои вопросы, и вы получите на них ответы. Вам будет письмо. Высшие силы вам готовят письмо. Это может быть письмо от друга, от любимого, от каких-то инстанций, где продвигаются ваши дела. Это может быть письмо от работодателя, если вы ждете работу. Может быть из каких-то, нотариус, адвокат. Может быть это касательно визы, документов каких-то на продажу, на покупку.
А также карта письмо, скорее всего, это много денег, потому что сейчас деньги приходят по почте, правда? Так что здесь, может быть, это какие-то финансы новые, которые вы получите, новый источник дохода для вас. Или же напишет любимый человек и скажет, что я хочу тебя увидеть, я соскучился, давай встретимся. Ты хочешь пойти в ресторан, или хочешь пойти в кафе, или хочешь пойти в кино, или просто погулять. И вам решать, что делать. И еще по карте письмо, я бы сказала, тоже не судите о человеке сразу, особенно если новый знакомый. Куда он вас пригласил? Не думайте, что он жадный, потому что он в роскошный ресторан сразу не пригласил. Часто мужчина, который сразу приглашает женщину в роскошный ресторан, у него просто такие амбиции, он просто такой эгоцентрик, который хочет впечатлить, да. Это не связано с его доходом часто, или даже не связано с его щедростью или жадностью. То есть вообще каждого нового знакомого, это может быть новый знакомый, рассматривайте просто как новый интерес. И тогда вы увидите, подходит, не подходит вам, если это касательно любви. А для девочек, кто не на любовь смотрит, а на какие-то другие сферы жизни, это хорошие новости, потому что письмо – это хорошие новости. Вот по вашему вопросу, какой вопрос вы загадали? Опять карта. Вы видели, как она перевернулась? Перед вашим взором все было. И это карта рыбы. Вот они сегодня делают акробатику. У меня карты всегда по-разному себя ведут, то вылетают, как птицы. Сегодня делают акробатику. Здесь без слов, правда, карта рыбы, это бубновый король, это мужчина состоятельный, это новые деньги, это новые радости. Бубен – это все деньги, радости, успех, помощники, потому что бубен – это монеты, а монеты – это помощники по-гречески, так что у вас будут помощники. Ну а вообще рыбы, традиционно Ленорман – это две сферы жизни, это финансы, это новые деньги обязательно, и, конечно, письмо вместе с рыбой подтверждают одну другую. Это новые деньги, а также это любовь. Рыбы, символ рыбы – это изобилие, то есть это изобилие чувств, это изобилие денег, это изобилие счастья, это такое движение в жизни, когда ангелы говорят, будет все хорошо, будет все происходить прекрасно, новые какие-то события. И будьте готовы к тому, что судьба будет баловать, но она обычно балует тех, кто что-то, не что-то, а много делает, много-много-много. Так что рыба – это карта счастья. Если вы себе задаете вопрос, любит ли вас тот или другой человек, ответ однозначный – очень любит. Если вопрос, заработаю я на этом или другом деле, заработаете и очень хорошо. Карта рыбы, она всегда только положительная. Нет ни одного отрицательного значения. Вообще нет отрицательных карт в Ленорман и в Таро. Потому что карты, они, если так называемые, да, традиционно отрицательные, они просто лечебные. Иногда нам нужно лечиться, да, от каких-то проблем. Вот. И эта карта говорит, что у вас будет изобилие. Это карта любви, теплого отношения. Знаете, это как рыба плавает в воде. Почему? Как-то выражение какое-то, рыба плавает в воде. А на самом деле в самых таких простых выражениях много правды. Потому что рыба, она в очень поддерживающей среде живет. Уже лучше не придумаешь, да? Потому что океанская вода, она такая, как внутриутробные воды матери. То есть там есть все микроэлементы для жизни. Поэтому рыбы всегда это символ изобилия, счастья, денег и любви. Так nurturing, любви. Поскольку ничего на природе не имеет таких условий, как рыбы. Поэтому говорят, что жизнь возникла в воде. Но это правда на планете Земля. Потому что все другие мы, как... люди, животные, деревья, минералы. Нам нужно сражаться за право жизни, добывать себе на пропитание. Вот, а у рыб это пропитание у них в самой воде так растворяется, да. Вот эта карта тоже говорит, что, может быть, вам нужно или пить больше воды, или микроэлементы должны быть в воде. Для тех, у кого плохо усваивается вода, а много таких людей, нужно, чтобы какие-то микроэлементы были в воде, вот как у рыбы в морской воде. То есть, может, там капля лимона, или же чуть-чуть, может быть, гималайской соли, может быть, но не всем соль подходит. То есть, вот что-то растворенное. Это, кстати, показывает карта на соль. А соль это солнце, это жизнь, это счастье, это
соль имеется в виду тело, да, солевой раствор, наша кровь соленая. И поэтому вот такие, соль есть в каждом овоще, в каждом фрукте. И может быть бульоны вот такие, да, вот здесь минеральные вам нужно, или что-то связано. Знаете, вытяжку делают в воде, чай такой современный делается, он не в горячую воду, а в холодную воду вытяжка делается. То есть одну клубничку себе в чашку положите и на час или на два, и вот будет вытяжка клубники в воде, очень вкусно. Вы знаете, я говорю простые вещи, потому что от того, насколько мы будем здоровы психически и физически, зависит наше счастье 1000000%. Так со мной говорят ангелы, и это самое правдивое чтение. Так что если кто считает, что там я сказала простые вещи, они самые важные. По этой карте ангелы передают вам, что вы будете любимы, здоровы, счастливы. Вы загадали свое что-то, да, и карта вам ответила. А теперь еще вот этот ангел, который по левое плечо с вами, он хочет вам еще что-то сказать. Я заранее предупреждаю, если карта будет негативная, это просто как лекарство, потому что многие люди, кто в кризисе, в проблемах, им нужна помощь. Вот, ну, я не знаю, что выйдет, как обычно. Мы возьмем карту с вами, а потом будем разговаривать. Это карта собака. И вместе с рыбами, да еще была карта письмо, но я ее вложила назад в колоду, потому что мне было важно, о чем будет письмо. И вот это о чем будет письмо, да. Вместе с рыбами и письмом карта собака означает преданный друг, конечно, человек, который вас очень любит, он вам предан, он обожает вас, вы для него просто это само солнце, понятие любви без условий, без всяких кондиций, то есть unconditional love, это любовь, которая от души к душе, независимо от того, нравится ваш поступок другу сейчас или нет. А часто люди, которые, ну вот, немножко зациклены, они нас любят, когда мы им подходим, когда мы все делаем так, как им нравится. А когда мы делаем все так, ну мы же должны действовать так, как нам правильно. Главное, никому не навредить. И вот тогда, когда мы делаем что-то, что с ними не соответствует, они вдруг нас ненавидят. И вы знаете, таких людей у вас, наверное, полно в жизни. Это вплоть до матери, может быть. Вот если вы матери угождаете, она вас любит, а как только вы делаете что-то, что ей не соответствует, она сразу или мораль читает, или еще что-то. Но я только пример привожу. Это не значит, что у всех такая мать. И мать может делать это по незнанию. Любая мать делает это чуть-чуть, меньше или больше. Или ваш любимый человек, может быть, он еще не понял этой вещи, и когда вы ему соответствуете, он вас любит. А когда вы проявляете, например, мужской поступок, он говорит, ну там, обижает вас. Если это так, то вот это не этот человек. На этой карте собака, человек, который вот любит вас просто какая вы есть и позволяет вам быть собой. Это огромное счастье. И если у вас еще такого счастья нет, оно у вас такое будет. Это дети, которые с вами на одной волне. Ну, а если не на одной, так тоже хорошо, правда? То есть такое понятие собака с рыбами. Рыба – это чувство любви, а собака – это чувство привязанности, независимо от того, что это за человек. Чувство вот доверия, да, доверие. Собака – это доверие. И доверять вы будете кому-то, кто будет вас любить. Здесь может быть встреча с новым мужчиной, может быть с другом, может быть с кем-то, кто вас поймет, кто вас выслушает, кто вас поймет, кто позволит вам быть собой и в то же время будет вас поддерживать. На самом деле вот это правильно. Любовь, когда мы не ломаем друг друга, но мы чуть-чуть ломаемся в любом случае, потому что мы же любим друг друга, мы хотим соответствовать. Но на самом деле любовь – это когда мы позволяем нашему любимому человеку идти своей дорогой, поддерживать его, и вместе это делаем. Да? Вот это вот именно это сочетание. Это для вас, кто себе ищет или пару, или новую работу. Вот это все так будет хорошо идти. Это прекрасное сочетание. А также это вот хороший коллектив, может, на новом месте. Это решение каких-то финансовых проблем, потому что рыба – финансы, а собака – это дружелюбные финансы, то есть на все будет хватать. Ставьте правильно приоритеты, и на все вам будет хватать. Поскольку рыба – это финансы, а собака – благополучные финансы.
вы будете довольны своей ситуацией. И если кто спросил о здоровье, это тоже крепкое здоровье, это когда все хорошо у вас. Но я давала рекомендации о здоровье, когда касалось рыб. Вот так для вас, это с левой стороны ангел такой вам сообщает. Письмо от высших сил, от ангелов. Так, красивый расклад и очень-очень грамотный. Не с моей точки зрения, а с точки зрения карт. Карты грамотно предсказывают, я просто читаю живые каналы карт. А теперь мы пригласим ваше пространство сейчас, там, где вы находитесь, там и хорошо. Ангела вашего, хранителя, с правого плеча, он теперь активирован. Вы можете ощутить, как ваше правое плечо расслабилось, есть доверие, доверие жизни. Доверие жизни – это психическое здоровье. Вот. Итак, теперь мы будем смотреть на вот этих картах, какие советы дадут вам ангелы. Это письмо, вам письмо от высших сил, от ваших ангелов. Какое письмо для вас? Так, смотрим. Это карта ключ. Это карта ключ, это ключевая карта, это мастер-карта. У вас в кармане есть мастер-ключ. Есть такая легенда старинная, восточная, что вот мы – это как особняк. Человек – это как особняк. Представьте себя как свою жизнь, как вот особняк шикарный. В этом особняке есть 12 больших, красивых, светлых комнат. И в каждой комнате есть большое, красивое окно. И в каждой двери есть ключ. Я говорю теперь словами вашего ангела. Я не говорю от себя никогда, когда читаю карты, кто не знает. Это важно вам услышать сейчас. И мастер-ключ вам дается, это магическая карта избавления от любого негатива. Если в одной из этих комнат задержался негатив, например, кто-то вам пожелал плохого, кто-то украл у вас счастье, кто-то еще что-то сделал вам плохое, то вот этот мастер-ключ, он у вас сейчас в кармане, он может исцелить вас. Все, что нужно сделать, это представить себе этот мастер-ключ в кармане, и в каждую комнату зайти. Всего 12 комнат, это дома гороскопа, и вы, наверное, знаете их по порядку, да? Вы заходите в каждую комнату, в комнату личности, в комнату денег, в комнату здоровья, в комнату работы, в комнату карьеры, в комнату партнерства, в комнату друзей, в комнату кармы. Везде заходите и открываете окно, чтобы проветрить эту комнату. И когда вы проветриваете ее, но я эту легенду, я ее смодулировала, да, я ее сейчас получаю от высших сил, и вы нигде не слышали такую интерпретацию. Я ее модулирую, потому что я слышу, что карта говорит. И когда вы имеете мастер-ключ в кармане, он подходит под все двери, под все 12 комнат, это ангел говорит. Вы заходите в ту комнату, где вы думаете, что есть, может, негатив. Например, финансы не идут. Вы идете по красивой лестнице, вы так одеты красиво. И вы заходите в эту комнату, используя мастер-ключ, открываете и распахиваете окно. И вы даете возможность негативу уйти, смелость нужна, и обожание своей жизни, обожание своего особняка. Особняк – это ваша аура внутри. Вот. И негатив весь уходит, потому что у вас есть мастер-ключ, вы можете это сделать сами. Все мои чистки, они бесплатные. Все мои чистки вы участвуете, потому что только тогда, когда вы участвуете в процессе, это сознательно, это вам поможет. Я рекомендую вам сейчас сделать это. Например, подумайте, чистка будет сейчас прямо, да, если вам это нужно. Недопонимание с партнером, в семье конфликт, работа не нравится, дом не нравится, место, где вы живете, не нравится. Вот войдите в эти все комнаты, используя этот мастер-ключ, откройте двери, распахните окно, дайте негативу выйти и знайте, что вот именно сейчас, отныне и во веки веков у вас будет в жизни только счастье, потому что от негатива карта ключ полностью избавляет, это мастер-номер. Ух, как мощно! У меня прямо сила из меня вышла, мощно карты. Мощно карты передали слова вашего ангела. Девочки, все, что я говорю, это поток универсальной карты, она как икона. Вы это услышите все по-своему, поэтому общие гадания, они точно такие, как предсказания заказанные, именно по моему методу, это 100%. И вообще по любому эзотерическому методу.
Итак, еще одна карта «Помощь от высших сил». Я не знаю, куда мне смотреть здесь, и я прошу прощения, если я не смотрю на вас. Мне кажется, там... я не знаю, где камера, это эфир, да? Вот что хочет вам сказать высшая сила. Я, по-моему, поняла, где камера. Извините, если я не смотрю на вас, это не специально. Я просто на телефоне, и там не видно, где камера. Мужчина, девочки, мужчина, поддержка, это тоже защита. У меня есть даже такая чистка, тотемное животное медведь. Это протекция. Это, ну, за вас вот этот медведь всех порвет. То есть защитит вас от несправедливых людей, от жестоких сердец, от опасностей каких-то. Это может быть мужчина, который вас защитит, или просто высшая сила вас уведет от опасности, приведет вас туда, где вам будет очень хорошо. Ваша жизнь будет наполнена смыслом, ваша жизнь будет наполнена стержнем. А это вот карта человека, который очень смелый. Вообще вы будете популярны в профессии, вы будете популярны, может быть, ну, у мужчин, если вы ищете себе пару. Вы будете очень человек, ну, на своих ногах такой, да, уверенный, очень классно. Вот ключевой мужчина, вот так вот вместе, это ключевой мужчина, который войдет в вашу жизнь и сделает так, как нужно, как мужчине подобает, будет себя вести, вот как ему тоже будет в кайф вести себя как мужчина. Не то, что его там кто-то заставляет, а вот в кайфе, он такой настоящий человек, да. В общем, ключевой мужчина в вашей жизни или уже есть, и сейчас отношения с ним приобретают новое качество, или вот-вот будет, вот-вот будет. Еще что хотят сказать вам высшие силы, ваши ангелы. Вам письмо от высших сил. Я беру третью карту. Вам письмо от высших сил. Третья карта. Это карта развилка, это карта больших дорог. Но вообще Таро и Ленорман, они работают только вместе. Единственная система, которая работает по одной карте, это старшие арканы. А все остальное работает вместе. Поэтому я здесь вижу 3 карты, и тогда карта развилка становится понятна. Потому что развилка, как любая другая карта, имеет не несколько значений, а миллионы значений. Все зависит от того, кто смотрит, кто слушает, как это с ним проигрывается. И здесь именно 2 мужчины, да, карта развилка номер 22. Это, кстати, тоже мастер номер 22. Что может быть 2 человека, один может быть... Это вы, 2, он и вы, или же это один человек на работе, который вас любит, или в семье, другой человек близкий для любви, для партнерства. То есть 2 мужчины может быть, и 2 ключевых, может быть, вы будете замужем дважды, может, сейчас во 2-й раз выходите замуж, или будете выходить. То есть вот какие высшие силы готовят для вас 2 каких-то дела, где вы будете босс. Может, это предприятие свое откроете небольшое, как только вы будете работать там. Вообще лучше всего маленькое предприятие, где только вы работаете, где никто вот, не имеет над вами власть. Потому что другой человек по астрологии это всегда другой человек. И когда мы даем другому человеку власть над своими делами или еще над чем-то, мы, конечно, рискуем. А вот это вы, маленькое какое-то дело, которое вам приносит стабильный, хороший доход. И 2 дела может быть. Где-то вы, может, работаете на фирме, плюс дома что-то делаете, что вам действительно по душе. Может, откроете свой YouTube-канал, ключевой будет, или же TikTok, или же Instagram. Ну, к чему сердце лежит, да? Ведь это разные платформы, все зависит от того, что вы любите. И эти платформы вам дадут проявиться так, как вам вот нравится проявиться. Очень хорошая карта. Я сейчас еще одну возьму карту на совет. Сейчас вот эту карту возьму, вот эту перед вами. Это карта лилии. Красота какая, да? Что означает лилия? Ну, ее прямое прочтение очень простое. Это сытая, счастливая жизнь. Кто-то скажет, сытое плохое слово. На мой взгляд, по астрологии это очень хорошее слово. Сытая и счастливая жизнь – это достаток.
благополучие, другими словами, да, когда денег хватает на все, когда есть взаимопонимание между близкими, когда все складывается прекрасно, и это когда на долгую счастливую жизнь, потому что лилия – это долго, это верность, это преданность друг другу на долгие-долгие годы. Лилия – это успех, это крепкий иммунитет, это, знаете, когда вы вот чувствуете, что все так, как нужно и происходит в вашей жизни. Если вы до сих пор этого не чувствовали, посмотрите, какие карты. В это нужно поверить, к этому нужно стремиться, и ангелы вас поддержат на пути. Вот так работают расклады. Поверить, стремиться, и ангелы вас поддержат на пути. Вот так все происходит. Так что лилии дадут вам верные, надежные отношения с мужчиной. Карта лилии теперь сочетается с каждой. Например, здесь это надежный мужчина на долгие годы счастья. Если мы идем с картой ключ, это ключевые события, может быть, в профессии или в реализации себя. На самом деле вам решать, какая сфера жизни для вас важнее, работа, отношения или что-то другое. На мой взгляд, ни работа, ни отношения. На самом деле важнее всего для каждого человека это самоощущение счастья. А это денег никаких не стоит. Ну, конечно, не дай бог, если вы живете в той стране, где на хлеб не хватает. Это другой разговор. А вообще ощущение счастья от денег не зависит. Наверное, все русскоговорящие люди живут в тех странах, где на хлеб, ну, во всяком случае, хватает. Напишите, если я не права. Так что самоощущение счастья зависит от психического здоровья. А психическое здоровье здесь, ментальное здоровье, да, если мозг здорово, правильно реагирует, вернее, не реагирует, а агирует, не react, а act, мозг правильно понимает сегодняшний момент, сегодняшний день, это тот мозг, на которого не влияют ошибки прошлого там, или еще что-то, да. То есть, чтобы был этот здоровый мозг, прежде всего, два условия. Первое – это правильный здоровый образ жизни. Никто не хочет об этом слушать, но здесь карты вам это подсказывают. Первое – правильный здоровый образ жизни. И второе – взвешивать все, что… Ну, это я астрологию вам, потому что здоровый образ жизни, второй дом гороскопа, да, это как себя напитать, и тоже четвертый дом. А теперь тоже для здорового мозга главное знать, что является субъективным, а что объективным в жизни, и знать разницу. Мы все воспринимаем мир субъективно. Ну, например, я люблю апельсин, а вы не любите. Ну, это примерно. Может, вы любите апельсин, но это примерно я говорю, да? Это субъективно. Но то, что апельсин, например, сладкий, кисло-сладкий, это объективно, потому что сделан анализ, вот химический анализ этого, да? Если вы скажете… апельсин горький, это будет субъективно, потому что, в принципе, ну, может быть горький апельсин тоже, там есть немного горчинки, но если апельсин, вот вы говорите 100% горький, это субъективное видение этого апельсина, и это значит уже психический зажим. То есть вы то, что всем известно, понимаете по-своему, субъективно. И это правильно, это хорошо, это правильно, но только в своем мире. И вы не можете доказать другим, что апельсин горький, но это будет субъективное видение апельсина. Это очень что-то сейчас важное вам говорю, это 4 карты вот эти читаю, что-то вообще супер важное. Если вы это поймете, вы будете очень счастливы. То есть ваше субъективное видение меня, одни там скажут седые волосы, фу. А другие скажут, приятный человек, почему бы нам не пообщаться. Поняли разницу, да? То есть и приятный человек это субъективно, потому что для кого-то я как баба-яга на вид, а для кого-то просто приятный друг, да? Но я не претендую там на другую функцию, но тем не менее. Или же вы скажете седые волосы, это объективно, объективно, я волосы не крашу, это объективно. Но то, что я баба-яга, это субъективно, потому что не все же, у кого седые волосы, баба-яга. Вы соображаете, да, о чем я говорю? Вот это супер важно. Если вы будете весь мир понимать, как, окей, это субъективно, это правильно. Если я для вас баба-яга с седыми волосами, это 100% правильно, это ваше видение меня. Но это не совсем объективно, потому что седые волосы – это не принцип бабы-яги, вы меня поняли, да? В общем, что-то важное сейчас сказала, наверное, я удалю эту часть видео потом. Хотя она супер-супер-супер важная, поскольку когда мы умеем различить, что субъективно, что объективно, мы не ругаем себя за субъективное мнение
И видим тоже, что есть объективное мнение, это здоровый мозг, это здоровая жизнь. То есть, еще раз объясню, потому что я сейчас так в восторге от того, что высшие силы мне сейчас дают, я что очень важное вам говорю. То, что я, например, вот седая Баба-Яга для вас, это правильно для вас. Вот нельзя сказать, это неправильно, я тогда буду не права, потому что это ваше субъективное мнение, оно имеет право быть. Но если вы считаете, что для всех людей должна быть седая Баба-Яга, это неправильно, это психически больной мозг. Вот видите разницу, да? Психически здоровый мозг, который говорит, для меня эта женщина просто седая Баба-Яга, и все, неинтересно. Фу, седые волосы, фу, там морщины, фу. Это все нормально, пока вы не думаете, что это эталон для всех. Вот для всех так все думают. Но когда человек думает, что это правильное мнение для всех, вот тогда он психически нездоровый. Когда он считает, о, Баба-Яга седая с морщинами, фу, и он думает, что все люди должны так думать, вот тогда он психически больной. А иметь свое мнение, что фу, она такая страшная Баба-Яга, субъективное мнение, а объективное мнение – это просто человек, ему столько-то лет, кто не знает, кто хочет знать, сколько мне лет, мне 59 лет, кто интересуется этим, я перед вами как на ладони и так далее. То есть, или, например, вы бабушка, да? Вам не бабушка точно, потому что у вас своя бабушка, возраст бабушка, да, может быть, но это опять нужно проверять. Но я о себе, потому что легче так понять, да. То есть вот разница между вот этой грань, и эту грань всегда показывает гороскоп. Это вообще я вам даю закон алхимии, закон астрологии, потому что у нас есть понятие Гермеса, что сверху, что внизу, да. Что внизу это ваша аура, что сверху это вокруг вас и на небе космическом, и на земле. И есть вот такая оболочка, это ваша аура, оболочка. И вот эта оболочка, это пунктик, о котором вы больше нигде не услышите. Сейчас эти карты, наверное, медведь сейчас об этом говорит, что эта оболочка, это вот разница между мое субъективное и общее, объективное, как я говорила про апельсин. Если для вас апельсин 100% горький, для вас это правильно. Но если вы думаете, что для всех он будет горький, это больной психический мозг. Когда нет этой оболочки, нет оболочки мое и общее. В общем мире каждый по-своему видит, и есть общее пространство, это позиция планет в данный момент. И у меня много астрологических видео, я астролог вообще. Я астролог. Вот такая вещь, да. Если кто не понял, дайте мне знать, напишите в комментариях. Только по комментариям я узнаю, или вы поняли, о чем я говорю. Концепт сложный, но возможно. Как только у вас кликнет понять этого концепта, вы будете очень счастливы. Я вам сейчас даю алгоритм счастья, в принципе, дала только что. Так что используйте себе на помощь, на радость и на все остальное, что вы для себя хотите. Вот так, девочки и мальчики, так, в общем, очень важное что-то я сказала сегодня для вас. Я буду еще на эту тему говорить. У нас будут с вами вебинары по архетипичной астрологии, там будет очень много об этом идти речь. Вебинары безоплатные, я ни за что не беру деньги и никогда. Не знаю, на этом канале или на другом, но вебинары будут. А теперь, если у вас есть ко мне какой-то вопрос, можно задать. Это эфир. А если нет вопросов, я буду заканчивать, потому что я еще хочу делать другие видео для вас и все такое. Я очень люблю делать для вас видео. Для меня это большая честь, большая радость. Я очень люблю своих друзей, кто приходит. Вот. Так что с удовольствием для вас работаю. Я еще хочу сказать, что я начала на этом канале делать гороскопы. И если вы мой друг и хотите меня порадовать, поделитесь, пожалуйста, моим гороскопом с друзьями, потому что если, в общем-то, не будет интереса к гороскопам, я их делать не буду. Я делаю только то, что интересно друзьям, потому что я друзей люблю. Если вы хотите, чтобы я продолжала делать гороскопы, пожалуйста, делитесь с всеми друзьями. Поскольку только вы можете это сделать, от меня ничего не зависит здесь. Я могу сделать видео или
очень плохое, ну, я думаю, что такого у меня нет, но если вы думаете, что очень плохое, напишите в комментариях. Это тоже будет субъективное мнение. Или очень-очень хорошее. И как любой человек может сделать шедевральное абсолютно, как шедевр видео, но если его не поддержит публика, оно, конечно, будет, ну, как бы бесполезное. Например, такой был, я не Ван Гог, даже близко нет, но пример приведу. Был такой живописец, художник Ван Гог, все вы знаете его. И при жизни абсолютно ничего он не смог продать, там его брат пытался ему на хлеб дать денег, чтобы он, ну, как продолжал, да, жить. Вот, и, понимаете, да, или писатель, который пишет так называемый в стол, то есть его никто не читает. На YouTube теперь по-другому, я могу представить моим друзьям мое творчество, мою помощь им, и если друзья меня поддерживают, они делятся со своими друзьями, и только тогда я делаю больше такой работы. Так что делитесь, пожалуйста, моими гороскопами с друзьями, потому что иногда я столько вложилась в гороскоп, очень много вложилась, но если я вижу, что их никто не смотрит, конечно, я делать больше не буду. Вот так. Если есть вопросы ко мне, спросите. Я еще считаю ваши записи. У вас учится Ленорман. Как это сделать? Ну, очень просто. Нужно нажать на аватарку или на название канала. Это можно делать. Вы YouTube не сломаете, и вы ничего не сделаете со своим компьютером. Когда вы на интернете, на YouTube, для этого и нужно нажимать на название канала и почитать о канале. Кстати, по статистике о канале читают только 3% людей. Так что если вы зашли на раздел любого канала о канале и почитали о том, кто делает это видео, вы самый умный человек, вы относитесь к 3% всех, кто потребляет YouTube. То есть вам интересен человек, его личность и так далее. Если вы зайдете на канал, нажмете на название канала, вы попадете, там будет видео, плейлисты, все-все. И последняя страница – это о канале, ну, about по-английски, а по-русски, наверное, о канале. И там будет переход на мой сайт. Уроки нужно приобретать только у автора, чья работа вам нравится, а не по-другому никак. И если вам нужны уроки по Ленорман, там перейдете на мой сайт и там приобретаете. Я буду заканчивать. Всех люблю, обожаю. Всем друзьям счастья, всем друзьям успеха во всех сферах, которые вы для себя хотите. И будем видеться тогда, когда вам понадобится моя помощь, или же по-дружески. К сожалению, ну, у меня есть, но, к сожалению, люди приходят только, когда им что-то нужно. Но это хорошо, я рада помочь. Но по-дружески мало кто приходит, просто как по-дружески побеседовать, да. Поэтому, когда вам захочется просто выговориться, побеседовать с приятным другом, я надеюсь, я приятный для вас друг, тогда заходите. Или же, когда вы хотите получить советы моих карт. Всех люблю, обожаю, всех друзей обожаю. И молюсь Всевышнему, чтобы вы были счастливы. До встречи!